Батуми стал известен в годы Михаила Саакашвили как одно из главных его достижений. Можно сказать, что все СНГ с любопытством наблюдало, как небольшой поселок с типично советским внешним видом буквально за 10 лет изменил свой облик до неузнаваемости. Сейчас это одно из главных мест на Кавказе, куда стекаются толпы путешественников, а также лакомый кусочек для бизнесменов. На этом все? Нет, в этом выпуске вы узнаете, с какой целью большевики создали там автономию для мусульман, что общего между Батуми и Нахичеванью, а также с какими областями Грузия вошла в состав Советского Союза. Обязательно оставайтесь до конца, чтобы узнать все детали. Если вам по душе моя деятельность, не забывайте о лайках, комментах и подписке на канал. Все это поможет большему количеству людей найти это видео. Также вы можете оказать финансовую помощь по ссылке в описании, а мы начинаем. В советскую эпоху автономии появлялись и исчезали как по щелчку пальца. Иногда это действительно было обосновано национальными землями того или иного этноса. Но чаще всего таким способом большевики пытались соблюдать баланс на местах, не позволяя кому-то усилиться. На Кавказе несколько национальностей объединяли в одну автономию, и чаще всего они не столько думали о своем положении, сколько были заняты выяснением, где чья земля. В такие моменты Москва выступала как независимый наблюдатель. Идеальная тактика. Абсолютным чемпионом в попытке соединить всех да побольше является Дагестан. Там сейчас насчитывается 15 официальных языков, а количество национальностей доходит до полусотни, если не больше. Также имели место автономии, созданные для внешнеполитических целей и выполнявшие функцию макета идей коммунизма. Вот в 1918 году создается автономная область для немцев Поволжья. Тогда нужно было показать, что коммунизм подходит не только для отсталой Азии, но и отлично вписывается в немецкий менталитет. С началом войны автономия больше не нужна, ее уничтожают, а немецкое население высылается в Казахстан. После советско-финской войны, или как ее еще называют Зимней войны, захваченные у Финляндии земли позволяют создать не только автономию, а целый 16-й субъект в составе Советского Союза. Это послужило бы подготовительным этапом к дальнейшему включению всей Финляндии, но опять война изменила планы. В 50-х годах отношения между соседями наладились, статус автономии понижается, а в названии больше никаких намеков на Финляндию. Существовали и совсем необычные ситуации. Знаете вы или нет, но в Советском Союзе была даже еврейская автономная область. Только вот находилась она на Дальнем Востоке по соседству с Китаем. Ее создали для национальности, что даже там не жила. Их вынуждены были завозить из западных областей Советского Союза. Максимальная доля заселенных от общего населения была достигнута в 20%, после чего титульная нация только уменьшалась в численности и сейчас составляет менее 2000 человек. Но что там на Кавказе? Здесь автономий было создано великое множество. В частности, на южных его склонах с подачи большевиков появляется Абхазия, где на момент создания, собственно, абхазом в лучшем случае считал себя каждый пятый. К востоку создается никогда до этого не существовавшая Южная Осетия. О ней детально вы можете узнать из этих выпусков. Ссылки на них будут под видео. В Азербайджане зоны с армянским большинством были выделены в Нагорно-Карабахскую автономную область. Все эти автономии создаются в качестве бомб замедленного действия. И когда в начале 90-х Азербайджан и Грузия объявили о восстановлении независимости, механизм был запущен. Но есть еще две автономии, и они отличаются от всех упомянутых выше – Нахичеванская и Аджарская. Подавляющее большинство здесь составляют азербайджанцы и грузины соответственно. Никаких конфликтов с момента создания этих областей тоже не было. Тогда в чем смысл создавать автономию, где живет точно такое же население, как и на остальных землях? Многие убеждены, что Нахичеванская область получила дополнительные полномочия из-за того, что является эксклавом, то есть не имеет сухопутного доступа к остальным владениям Азербайджана. Возможно, но не убедительно. А вот что касается аджарской автономии, то здесь мотивация ее создания общеизвестна. Там живут грузины-мусульмане, и вот чтобы у них были дополнительные возможности для установления своих условий жизни, большевики им любезно дали особые полномочия. Может ли такое быть? Может, только если мы не обсуждаем советскую власть и ее атеистические взгляды.
Особенно в 20-х годах, когда жесткие гонения были на все конфессии без исключения. С чего это так внезапно коммунисты настолько забеспокоились о мусульманах, что даже захотели создать для них исламскую автономию? Почему тогда подобные автономии не были осуществлены где-нибудь еще? Ведь мусульмане живут не только на Кавказе, а почти на всех южных землях вплоть до Алтая. Да и в самой Грузии, в восточной ее части, есть муниципалитеты, где мусульмане составляют большинство. Как-то нелогично получается. Я потому и упомянул Нахичеван и Батуми вместе, так как повод для получения автономии у них был один и тот же. Этим мы обязаны сближению кемалистов и большевиков в начале 20-х годов 20 века. Тогда они были союзниками и в московских соглашениях детально условились, как поделят между собой Южный Кавказ. Московский договор между Россией и Турцией от 16 марта 1921 года. Турция соглашается уступить Грузии суверенитет над портом и городом Батумом и территорией, лежащей к северу от границы, указанной в статье 1 нынешнего договора и составляющей часть Батумского округа. При условии, что население местностей, указанных в настоящей статье договора, будет пользоваться широкой местной автономией в административном отношении, обеспечивающей каждой общине ее культурные и религиозные права. Обе договаривающиеся стороны согласны, что Нахичеванская область в границах, указанных в приложении 1 настоящего договора, образует автономную территорию под протекторатом Азербайджана, при условии, что Азербайджан не уступит всего протектората никакому третьему государству. Вот это уже больше похоже на истину и имеет логику. Но зачем кемалистам нужны были эти автономии? Почему большевики на них согласились? Чтобы это понять, нужно заглянуть в ту эпоху. Тогда власть менялась как в калейдоскопе. Кемалисты все еще участвовали в национально-освободительной войне, пытаясь отбить как можно больше земель. А коммунисты хоть и не так давно победили белых, но только-только становились на ноги. По сути, им не хватало сил и легитимности, потому делить владения на Южном Кавказе не было главной задачей на повестке дня. Большевики согласились на автономии, потому что отлично понимали, как только они возьмут всю полноту власти, никаких полномочий на местах уже ни у кого не будет. К тому же это соглашение было подписано 16 числа. В эти же дни Мазниашвили со своим войском был на подступах к Батуми и в последующие 2 дня окончательно выбьет оттуда кемалистов. Потому последние согласились отдать то, чего у них уже не было. Данный эпизод был описан вот в этом видео. А кемалисты настояли на автономиях на случай, если что-то пойдет не так и большевики падут. Тогда они останутся единственной силой на Южном Кавказе, и кто знает, не станут ли полезными эти 2 автономные области. Неясным остается только, почему в будущем, когда советско-турецкие отношения значительно ухудшились, Москва не лишила эти 2 области статуса. Лично мне кажется наиболее возможным, что они должны были оказывать давление на Баку и Тбилиси в случае возникновения там мыслей о независимости. Если бы таковые действительно появились, то автономии стали бы очагами нестабильности. К тому же именно так и случилось в подобных ситуациях на Южном Кавказе. В пользу этого допущения выступает и тот факт, что когда Советский Союз пал, в Аджае вся власть оказалась у местного политика Аслана Абашидзе. И почти 15 лет он единолично вел дела в этой области, отказываясь подчиняться Тбилиси и де-факто оставаясь эдаким независимым феодалом. Так длилось до появления на политической сцене Михаила Саакашвили. Он выставил ультиматум Абашидзе и напугал его введением войск, после чего Москва выслала за местным феодалом самолет и увезла из Батуми, что тоже косвенно дает понять, откуда тянутся нити глав подобных автономий и для чего они были созданы. Во времена Советского Союза была образована, между прочим, сначала договорная Союзная социалистическая республика Абхазия, в которую вошла Грузия сегодняшняя. Это даже не была Грузия. На, серьезно, ты не верил? Во времена Сталина была создана социалистическая республика Грузия. Да, сейчас уже можно услышать, что какие-то из советских автономий типа Абхазии или Южной Осетии якобы существовали до Советского Союза, но это миф.
По Московскому соглашению 1920 года мало того, что большевики официально считали грузинское государство самостоятельным и независимым, но, что немаловажно, без наличия каких-либо автономий в своем составе. Устанавливая границу между собой, ни Москва, ни Тбилиси не упоминают о каких-нибудь Абхазии или Южной Осетии, так как в 1920 году их даже еще не было. Мирный договор между РСФСР и Демократической Республикой Грузии, заключенный в Москве 7 мая 1920 года. Россия безоговорочно признает независимость и самостоятельность грузинского государства и отказывается добровольно от всяких суверенных прав, кои принадлежали России в отношении к грузинскому народу и земле. Исходя из провозглашенных в предшествующей статье 1 настоящего договора принципов, Россия обязуется отказаться от всякого рода вмешательства во внутренние дела Грузии. Государственная граница между Россией и Грузией проходит от Черного моря по реке Псол до горы Ахахче, через гору Ахахче и гору Агапета и по северной границе бывших губерний Черноморской, Кутаисской и Тифлисской до Закатальского округа и по восточной границе этого округа до границы с Арменией. Россия обязуется признать безусловно входящими в состав грузинского государства ниже следующие губернии и области бывшей Российской империи: Тифлисскую, Кутаисскую и Батумскую со всеми уездами и округами, составляющими означенные губернии и области, а также округа Закатальский и Сухумский. Настоящий договор вступает в силу самым фактом и с момента его подписания и не будет подлежать особой ратификации, в удостоверение чего уполномоченные обеих сторон собственноручно подписали настоящий договор и приложили к нему свои печати. Но уже спустя год Южный Кавказ будет захвачен большевиками, и тут буквально из пустоты начнут появляться автономии. В большинстве из них по ходу выхода из состава Советского Союза случится конфликт с этническими чистками и войной. Батуми стал показателем, как мог бы выглядеть Сухуми, но каждому свое. Я знаю, что в комментах обычно сидит вся элита интеллектуальной мысли, а потому в конце видео хотел бы узнать ваше мнение. Ни Баку, ни Тбилиси особый статус для своих областей по сей день не отменили. Напишите под видео, как вы думаете, что сейчас мешает сделать автономии в Нахичевани и Батуми обычными областями. Не забывайте поставить лайк и написать под видео ваши впечатления от услышанного. Это очень важно для данного выпуска. Подписывайтесь на канал и высылайте это видео как можно большему количеству людей. Для тех, кто хочет внести свой вклад в наше общее дело, существует возможность помочь каналу финансово или же стать постоянным спонсором. Все ссылки в описании под видео. А на сегодня у меня все. Мир вашему дому.